то время как Дональд Трамп концентрирует ресурсы для действий против Ирана, в частных резиденциях Майами решается дальнейшая судьба восточноевропейского кризиса. Рустем Умеров, выступающий ключевым представителем Киева, прибыл в Соединенные Штаты, и этот визит может стать определяющим для перспектив дипломатического урегулирования. Друзья, приветствую! Канал Медиашот в эфире, у микрофона Александр. Подпишитесь, поставьте лайк, а мы начинаем. В 2025 году тема переговорного процесса была центральной в мировых медиа. Дональд Трамп после возвращения в Белый дом обещал оперативно способствовать достижению соглашения между сторонами. Россия выражала готовность к решению вопроса дипломатическим путем. Официальный Киев, несмотря на жесткие заявления о сохранении всех территорий, продолжал направлять делегации на международные консультации. Это был период активной, хотя и безрезультатной дипломатии, который к весне 2026 года сменился полным затишьем. В марте-апреле о переговорном процессе практически перестали упоминать. Последние официальные мероприятия в Швейцарии носили формальный характер. Процесс стал напоминать бюрократический ритуал. Стороны обменивались тезисами о необходимости сохранения диалога, назначая встречи, которые не приводили к реальным сдвигам. Ситуация окончательно изменилась 28 февраля, когда администрация Трампа начала военную операцию против Ирана. Трехсторонняя встреча по украинскому вопросу была отменена, и дипломатический процесс фактически прекратился. В мае 2026 года, когда конфликт на Ближнем Востоке находится в активной фазе, а интенсивность ударов по инфраструктуре и тыловым объектам со стороны вооруженных сил Украины возрастает, дипломатия кажется окончательно заблокированной. Однако 6 мая агентство Bloomberg опубликовало информацию от источников в Белом доме. Глава украинской переговорной группы прибывает в Майами для встречи со спецпосланником Соединенных Штатов, ответственным за коммуникацию с российской стороной. Данная ситуация выглядит крайне неоднозначно. Объективных предпосылок для возобновления полноценного диалога нет. Позиции сторон остаются диаметрально противоположными, а Киев продолжает следовать курсу на усиление конфронтации. Тем не менее, в окружении Трампа прослеживается желание перезапустить переговорную тему. Ранее Владимир Зеленский приглашал в Киев представителей Америки, но те, будучи заняты иранским направлением, ответили отказом. В ответ на это Киев направил своего представителя непосредственно в Соединенные Штаты. Личность Рустема Умерова делает это политическое движение еще более примечательным. В конце 2025 года его рассматривали как фигуру, тесно связанную с американскими структурами, которая может способствовать принятию условий Вашингтона даже при наличии разногласий внутри украинского руководства. Наличие американских документов, проживающая в Штатах семья и риск судебных преследований делают его крайне зависимым от позиции Белого дома. То, что Киев вновь использует его в качестве главного переговорщика, свидетельствует о попытке найти общий язык с администрацией Трампа через наиболее лояльного ей посредника. В то же время действия Зеленского и западных партнеров не указывают на стремление к скорейшему миру. Финансирование продолжения боевых действий на ближайшие 2 года уже обеспечено. Евросоюз утвердил пакет безвозмездной финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро. Формулировка о возврате средств после достижения успеха и получения репараций фактически превращает этот заем в прямое субсидирование. Первые транши должны начать поступать уже в конце мая. Сейчас ключевым вопросом для Киева остается восполнение арсеналов. На фоне того, что ресурсы Соединенных Штатов, в частности ракеты для систем противовоздушной обороны, истощены из-за конфликта на Ближнем Востоке, Зеленский переносит акцент на европейские страны. В ходе саммита в Ереване украинская сторона активно продвигала идею передачи Киеву всех имеющихся у Европы вооружений под гарантией их будущего замещения американской продукцией. Европейским политикам предлагается принять 2 аргумента. Первый – стабилизация линии соприкосновения, где из-за развития технологий беспилотных систем глубокие прорывы стали крайне затруднительны. Второй – акцент на удары по дальним тыловым объектам России, что должно по замыслу организаторов сковать инициативу Москвы. В этой схеме возобновление разговоров о переговорах выглядит как инструмент выигрыша времени. Цель состоит в том, чтобы подготовить ресурсы для следующего этапа противостояния, одновременно сдерживая российскую сторону дипломатической риторикой. Предыдущий опыт показал, что подобные тактические паузы часто использовались против интересов России. Визит Умерова в Майами может быть лишь одним из сценариев. Пока Дональд Трамп сосредоточен на Иране, инициативу в украинском вопросе пытаются перехватить представители либеральных политических кругов Запада. Политолог Дмитрий Дробницкий отмечает, глобалисты, эмиссаром которых очевидным образом выступил в ходе своего недавнего визита в Соединенные Штаты британский король, не хотят, чтобы Дональд Трамп вмешивался со своими миротворческими инициативами в украинский трек.
Им нужна война, им нужно поражение России. Трамп за прошедший год сделать ничего с этим не смог. И нет никаких оснований полагать, что сможет. Позиции Трампа за прошедший год стали еще слабее. Российская сторона также выражает крайний скептицизм относительно возможности посредничества Соединенных Штатов. Помощник президента заявил, что Кремль не видит целесообразности в новых встречах в прежних форматах. Пока Умеров пытается наладить контакт с Трампом, в Европе заявляют о подготовке собственного дипломатического трека. Председатель Европейского совета Антонио Кошта упомянул о потенциале прямых контактов с Россией, подчеркнув, что это отдельная от американской инициатива. В конечном итоге детали поездки Умерова в Майами имеют второстепенное значение. Заявления представителей российского руководства настраивают на то, что период символических дипломатических жестов завершен. Однако накопленный за годы конфликта опыт заставляет с осторожностью относиться к любым попыткам затянуть процесс через новые форматы консультаций. Главный вопрос остается прежним. Будет ли продолжена стратегия на достижение окончательного результата, или же участники конфликта вновь окажутся вовлечены в длительный и бесперспективный переговорный процесс? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока!